Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой элегантный джемпер свободного кроя, воздушный, нежный, в общем, и самое главное его, так скажем, особенность, его преимущество: очень просто вяжется, элементарно вяжется. Узор вот этот красивый, ажурный, вот эти красивые ажурные мережечки, они у нас идут на 4 рядах и на 4 петлях ширина этого узора. Очень простой. Вот, знаете, реально связать, если хорошо умеете вязать, быстро, реально за 3 дня. Знаете, такой джемпер за 3 дня. Вот, и, конечно же, и подойдет этот джемпер и для полненьких, и для худеньких. Эффектно будет смотреться в летнюю погоду. Нежный хлопок, да, такой цвет, конечно, можно не обязательно белый, хотя белый очень свежо выглядит. Прям так, знаете, интересно всегда выглядит. И все это при увеличении, что белый полнит. Белый на лето – это самое, что вы будете выглядеть нарядно и эффектно, как конфетка. Так, девочки, смотрите. Значит, у нас по низу идет планочка, и по рукавам идет планочка узором. А потом я вам расскажу, как чередовать. Через сколько рядов лицевую гладь мы будем чередовать вот с этими красивыми ажурными дорожками горизонтальными. И также мы потом обвяжем вырез горловины. Все подробно сегодня мы с вами рассмотрим. Рассчитаем все петли на разные размеры. Будем сегодня с вами конструировать данную моделечку, составлять описание для 6 размеров с 44 по 54 у нас будет с вами сегодня составляться описание. Описание я выкладываю под видео. Мы начинаем с самого начала, с выбора пряжи. Затем мы с вами вяжем узор, определяем плотность прям конкретно. Вот. И затем я рассказываю, как с помощью плотности и выкройки составить описание, составить индивидуальную инструкцию. Мы с вами обсуждаем каждый нюанс данной модельчики. Вот. Ну и, в общем, надеюсь, что вам понравится данный джемперочек, и вы его свяжете, потому что такой джемперочек можно носить и в хвост, и в гриву все лето. Ну, просто супер-супер-супер. Итак, приступаем к выбору пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. Очень хорошего качества пряжа, мне нравится, полухлопковая, 100 грамм 330 метров, цвет у нее белый 55, и состав, смотрите, 55 хлопок, 45 акрил. Так выглядит наш с вами связанный образец, то есть у нас там будет идти планка, связанная вот таким ажурным узором, очень простым, лицевая гладь и вот такие вот мережки ажурные. В общем, очень просто вяжется для начинающих. Реально, девочки, если хотите связать себе быстро джемпер без заморочек, буквально вот, знаете, средний уровень мастерства, и вы за 3 дня его вполне свяжете. В общем, я вам рекомендую. Цвет, конечно, не обязательно белый, можно выбрать любой, который вам нравится, но просто вещь реально стоящая. Такой джемперок, как говорят, и в хвост, и в гриву можно носить. И он очень быстро вяжется, легко и очень красиво. Посмотрите внимательно на картинку, да. Это реально очень элегантная моделька. Так, давайте посмотрим с вами на выкройку и, в общем-то, разберем описание. Узор, который мы сегодня будем с вами вязать в данном джемпере,
настолько простой, что на него схему никто не составлял. Я вам буду каждый рядочек, 4 ряда всего в высоту раппорта, покажу вам, как его связать. Он очень простой, девочки, очень простой. А я вам показываю сейчас выкройку с 44 по 54 размер. Вот здесь у нас все размерчики проставлены. Я думаю, что вам нужно будет, конечно же, под себя что-то тут откорректировать. Возможно, длина будет, знаете, он идет как туника больше. У него высота, ну то есть длина изделия получается 67 сантиметров на 54 размер. А на маленькие размеры, например, 44-46, у нас будет 63 сантиметра длина. То есть, да, такой свободный крой, очень просторный джемпер. И, в общем, такой вот он, рукава очень широкие, видите, практически летучая мышь, да, только сшивная, не цельно-вязаная, а сшивная. Поэтому вот такая конструктивная особенность. У нас есть описание, которое я уже составила и выложу его под видео. Смотрите, значит, мы будем с вами вязать 44, 46, 48, 50 и 52, 54 размеры. У нас будет сегодня здесь в инструкции подробно разбираться. Спицы 3,5 и вот эти все попетельные выкладки я буду показывать в конце видео, после того, как свяжем образец и сделаем расчет плотности. Я объясняю, откуда берутся эти петли, как расположить узоры. То есть там все подробно. Что такое вертикальная плотность, зачем она нам нужна, зачем мы ее считали вообще, как ее применить на практике. То есть все там, девочки, будет. Вырез горловины, обсуждаем, как посчитать петли на вырез горловины, да, как посчитать скос рукава, тоже все будет. Я вам там подробно объясню, как я его считала. Так, ну и, значит, после того, как мы все эти детали свяжем, соединим их, начнем соединять, выполняем плечевые швы, у нас по вырезу горловины откладываются петли, мы их собираем на круговые спицы номер 3, и еще поднимаем по бокам дополнительно приблизительно 36-38 петель, да, и вяжем планочку 8 круговых рядов ажурным узором, да. Можно не 8, можно сделать 6, ну, 2 раппорта, в принципе, да, и резиночка, или просто сделайте резиночку 1 на 1, но мне кажется, это красиво. Вы сами посмотрите, какую вам ширину будет позволять. Вот, в общем-то, я считаю, что, может, даже 4 здесь достаточно, 4 круговых ряда ажурным узором, ну, не знаю. Напишу, давайте так, вязать планку 4-8 круговых рядов. Сами там посмотрите, какую вам ширину сделать планочки по вырезу горловины. Ну и закончить нужно резиночкой 1 на 1, 3 рядочка. Ну, чтобы сильно не растягивалось полотно в этой части, да. Итак, давайте приступать с вами к вязанию образца. Итак, мы сегодня с вами будем вязать очень простой узор. Очень. Вот я уже связала, видите, что у меня получилось 1, 2, 3 раппорта в высоту. И, в общем, 4 петли он у нас в ширину, этот узор. И, девочки, не будем терять время, вяжем первый ряд. Набираете любое количество петель, кратное 4. Значит, я набрала 34 петли. То есть это 32 плюс 2 кромочные. У меня получается, да? 8 раппортов. Так, и смотрите, вяжем первый ряд, все петельки лицевые. Вяжем так до конца. Продолжаем. Вяжем второй ряд. Изнаночный. 4 изнаночные, 1 накид. То есть 1, 2, 3, 4. Накид. Раппорт связали. Второй раппорт вяжем. 1, 2, 3, 4. Накид. И так далее продолжаем. 1, 2, 3, 4. Накид. Продолжаем до конца ряда. Третий ряд показываю. Смотрите, делаем накид,
Спускаем накид предыдущего ряда, вытягиваем петельку, вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, и эту длинную петельку, не провязанную, накидываем на эти 3 лицевые и спускаем. Видите, еще раз показываю, делаем накид, спускаем накид предыдущего ряда, вытягиваем петельку лицевую, снимаем ее на правую спицу, не провязывая, вяжем следующие 3 лицевые. Далее эту длинную петлю накидываем на эти 3 лицевые и спускаем, не провязывая. Понятно, да? Продолжаем до конца ряда. В 4 ряду все петли и накиды в том числе вяжем изнаночными. Провязываем все петельки изнаночные. Продолжаем. Так, девочки, у нас с вами связан, значит, целый раппорт, и повтор идет с первого ряда, да, то есть опять идут лицевые, первый ряд и так далее. Так, сейчас я свяжу лицевую гладь, затем свяжу, для красоты у нас будет использоваться лицевая гладь еще, вот такая вот, один раппорт этого узора красивого. Вот, потом опять идет лицевая гладь. В общем, вот это сочетание очень красиво смотрится. Это у нас так идет как бы планка, да, начинается вязание вот такой ажурной планкой. Затем идет лицевая гладь, и затем идет вот такая дорожка горизонтальная, и с ажурной вот этой вот один раппорт вяжется эта дорожка. Очень красиво смотрится. Я тоже вам предлагаю связать лицевую гладь и потом и такую дорожечку еще сделать. Итак, девочки, как я и обещала, я сделала, значит, еще лицевую гладь связала, сделала один раппорт, провязала ажурный и опять лицевую гладь. И сейчас наша задача с вами влажно-тепловую обработку сделать образца. Горячим паром даем наш образец. И растягиваем его энергично в разные стороны. Влево, вправо, вверх, вниз. Он влажный, очень хорошо поддается. На края обратите, девочки, внимание. Они тоже у нас кромочные будут участвовать в расчете. Итак, оставляем его в таком свободном состоянии, расправленном. Пусть сохнет. Измеряем с вами ширину образца. Так, у меня 17,5 получается. 17. А здесь вот 17. Ну-ка, давайте еще разочек. Так, выложили. И аккуратно прикладываем линейку. 17, девочки. У нас 34 петли. Ну, тут устно можно посчитать, да? 34 поделить на 17 будет 2. И запишем, что у нас плотность в 1 сантиметре 2 петли. Это по горизонтали. Теперь по вертикали давайте. Итак, у меня вот здесь буду только измерять. Ну ладно, давайте весь образец. Ну просто изнаночно не хотелось считать. Давайте по раппортам проще. Вот 7 сантиметров у меня ажурный наш узор. И у нас здесь связано 1, 2, 3, 4. 4 раппорта по 4 ряда. 16, да? 16 на 7. 16 поделим на 7. Получается 2,28. Ну, это явно 2,3. Округляем. И запишем, что у нас с вами в 1 сантиметре 2,3 ряда по высоте получается. Так, ну все, хорошо. Теперь нам необходимо по выкройке составить индивидуальное описание. Выкройка, которую я сегодня вам буду, значит, показывать,
выглядит вот таким образом. Мы будем составлять с вами описание на 6 размеров: 44, 46, 48, 50 и 52, 54. Соответственно, ширина будет, смотрите, 51 сантиметр первый размер, затем 57 сантиметров второй и 62, 63 это будет третий размер, 52, 54. И как всегда, девочки, набираем петельки. Я рассказываю, как посчитать петельки. Петельки. Смотрите, первый размер 51 сантиметр умножить на плотность, которую мы с вами считали. У нас в 1 сантиметре было 2 петли, умножить на 2. Получаем 102 петли, девочки. 102 петли будем набирать. Так, теперь следующий размер у нас идет 57 сантиметров, также умножить на плотность 2. Это будет 114 петель. И третий размер 63 сантиметра умножить на плотность 2. Это будет 126 петель. Теперь нам важно, чтобы у нас четко получилось с вами раппорты. Целое число было, умещались раппорты. Смотрите, считаем с вами. Значит, 102 петли. Раппорт у нас 4 петли, как помните. 102 поделить на 4. У нас будет с вами 25 целых раппортов и 2 петли кромочные. Второй размер 114 петель поделить на 4. У нас будет 28 целых раппортов по 4 петли и 2 кромочные. Третий размер 126 поделить на 4. 31 раппорт у нас будет по 4 петли и 2 кромочные. Так, с этим понятно, да? У нас с вами чередование будет идти полос, то есть у нас будет ажурный узор идти. Первый раз мы будем вязать так называемую планку по низу, да, на высоту 16 рядов. 16 рядов, то есть это 4 раппорта по 4 ряда, да? 4 раппорта связали ажурного узора, перешли на лицевую гладь. В лицевой глади мы будем вязать 12 рядов и затем снова переходим на 4 ряда узора. И так чередуем, то есть 12 рядов лицевых и лицевых петель, лицевой глади, то есть и 4 ряда узора. Опять 12 рядов лицевых, лицевой глади, 4 ряда узор. И так на нужную нам высоту чередуем. Теперь давайте посчитаем, сколько петелечек у нас придется с вами на вырез горловины, на рукав. Итак, вырез горловины на все 3 размера определяется так же, как вот мы с вами по низу. Мы ширину выреза умножаем на плотность 2. Смотрите, у нас 22 сантиметра будет на первый размер, там 23 на второй и на третий 24 сантиметра. Умножаем на 2, соответственно, получаем 44 петли, 46 петель, 48 петель. И все, что осталось, это петли плеча. Плечики мы тоже считаем легко. Я на примере первого размера показываю. Смотрите, 102 петли у нас набирается. Отнимаем вырез горловины 44, остается 58 петель. У нас с вами 2 плеча, мы делим на 2, на каждое плечо 29 петель. Понятно, да? Хорошо. Теперь дальше. Переходим к рукавчику. У рукавчика здесь набор будет также, значит, количество сантиметров по низу. У нас 24, видите, стоит величина 24 сантиметра. Умножаем на плотность 2 и получаем 48 петель. Но у нас надо, чтобы было кратное 4, 48 как раз кратно 4, но еще надо 2 кромочные добавить, поэтому будем набирать на первые 2 размера 50 петель, а на третий размер 56 петель. Понятно, да? 50, почему 56? Так, не 56, а 54 получается. 54 надо поделить на 4, чтобы было 13 раппортов и 2 кромочные. 54 петли. Так, отлично. Поверху я также считала. Ширину рукава умножала на плотность. Получилось на первые 2 размера 104 петли, на третий 112 петель.
Вот самое сложное, я считаю, вообще во всей этой выкройке сделать скос рукава. Прибавки. Нам надо их сделать равномерные. Во-первых, нам надо определить, сколько петель всего у нас будет прибавляться, а потом через равное расстояние их посчитать. И смотрите, что у нас с вами получится. Так, значит, считаем, сколько петель надо будет прибавить. Ну, давайте, вот 104 петли по верху у нас идут, а по низу 50. Надо прибавить 54 петли. У нас 2 скоса, делим на 2, на каждый скос 27 петель прибавка. Применяем вертикальную плотность. Смотрите, высота рукава, то есть высота скоса нашего по мерке стоят 41 сантиметр. Переводим это в ряды. У нас плотность по вертикали была в 1 сантиметре 2,3 ряда. Вот эту величину в сантиметрах 41 сантиметр я умножаю на 2,3, 2,3, получает 94 ряда. А теперь наши петли, 27 петель, да, помните, по скосу, с каждой скос 27 петель, надо поделить на 27. Высоту в рядах скоса поделить на 27. То есть 94 ряда на 27 петель. Это будет вот такая величина. То есть мы не можем сказать, что через 3 ряда, не можем сказать, что через 4 ряда делать прибавки. Да? Мы можем сказать, что мы будем чередовать. Первая прибавка у нас через 3 ряда делается, следующий через 4. Опять через 3, через 4. Понятно, да? То есть в каждую третью, в каждую четвертую ряду будут делаться одновременные прибавки справа и слева. И таким образом их должно быть 27 раз. По одной петле прибавлено. Так, и у нас отличается второй, третий размер, который самый большой. У нас 112 петель по верху и 54 петли по низу. Из 112 отнять 54 будет 58 петель. И поделить 58 петель на 2 скоса. На каждый скос 29 петель придется. Высота здесь рукава 38 всего сантиметров, так автор рассудил. И мы перевели это, я уже перевела в ряды, это 88 рядов. То есть мы с вами должны на высоте 88 рядов прибавить 29 петель по каждому скосу. Делим 88 на 29. Получаем в каждом третьем ряду прибавку, девочки. В каждом третьем ряду. Видите, целое число 3 получилось. Здесь очень удобно. Так, ну что еще? По вырезу горловины тоже, пожалуйста, вяжите, руководствуясь плотностью, руководствуясь рядами. Вертикальную плотность применяйте. То есть любой вертикальный сантиметр, который у вас на выкройке будет стоять, переводите, девочки, в ряды. Например, 37 сантиметров, вот у меня идет от начала вязания до проймы, 37 сантиметров. Я перевела это в ряды. 37 я умножила на плотность 2,3, получилось 86 рядов. Здесь будет то же самое, и в описании будет то же самое. Смотрите, от начала ряда, от начала вязания до выреза горловины, предположим, по переду, да, передом, у нас стоит мерочка 54, первый размер 54 сантиметра. 54 сантиметра, девочки, надо обязательно перевести в ряды. То есть 54 надо умножить на 2,3 плотность по вертикали. Это будет 124 ряда. И вязать вы будете именно так, чтобы у вас было 124 ряда. Это делается для того, чтобы после стирки изделие не вытянулось, да, не приобрело ненужного количества размера, ну, не той длины, которую вы планировали. То есть, когда мы с вами отпаривали образец и считали плотность, мы как раз учли уже то, что он вытянулся, да, что он уже у нас приобрел тот вид, который будет уже в готовом изделии, как бы это трикотажное полотно иметь. Ну, в общем, все, собственно, что я хотела. Выкройка довольно простая, свободный, очень свободный крой.
поэтому нет сложностей никаких здесь. Я в описании выкладываю под видео, как обычно, и думаю, что все у вас получится, вы свяжете по описанию. Конечно, вы можете менять и длину рукава, и длину изделия по вашему усмотрению. Смотрите, первый размер у нас длина будет, высота изделия, то есть длина 63 сантиметра, потом на второй размер 65 и на третий 67. То есть довольно длинная, то есть это практически туника, скажу вам. Ну или очень высокий рост у девушки, у женщины. Поэтому, конечно же, регулируйте, девочки, то, что вам нужно. Очень широкий рукавчик, да, такой прям практически летучая мышь, да, такой, гляньте, 26 пройма, высота проймы 26 сантиметров, это очень, ну, как бы, немалая, да. Поэтому, конечно же, ставьте свои мерочки под себя, под свою фигуру, изменяйте здесь. И посчитать вам будет несложно по аналогии с тем, что я вам сейчас рассказала. До новых встреч, желаю вам удачи!